Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз. Что скрыто, тайное, что прояснится, знаки судьбы, чего вы пока не видите, а это случится. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 января 2026 года. Давайте узнаем, что происходит за вашей спиной и что прояснится с 1 по 10. А я бы сказала, не только с 1 по 10, скорее это будет какая-то более длительная дистанция, поскольку Уран у нас находится в обратном ретро-движении, и это как минимум продлится до 4 февраля. Тут могут быть и разные вариации, и другие, потому что планета Сатурн, опять же, конфигурация в январе такова, что у кого-то срок некоторых дел может быть еще дальше, до конца июля. Но мы пока туда не забегаем, мы смотрим только 10 дней, и давайте узнаем, что же нам подскажут карты. А я от себя добавлю, что в данном случае Уран в ретро-движении – это уже как помощник. Особо, конечно, прочувствуют знаки зодиака, стихии земли и воды. Все прочувствуют, но Уран, знаете, как специально делает последний заход в Телец, перед тем, как окончательно на долгий срок перейдет в Близнецы, именно для того, чтобы помочь знаком зодиака стихии земли и воды обустроить некоторые сложные темы, сложные вопросы, где они подзастряли. Первыми тремя картами у нас будут 3 знака судьбы и чего же вы пока не видите? Чего пока козероги не видят? О чем вы, возможно, не предполагаете, но это тем не менее случится. А возможно, и вы чего-то не замечаете. Почему нет? Так что же прояснится? К чему быть готовым? Что произойдет? Что уйдет? Или, возможно, вы от чего-то откажетесь сами, или завершите таки какое-то дело, вопрос, поставите все уже как логические точки, и будете уже знать, что да, вот эту тему я закрыл или закрыла. А что придет взамен, что нового идет в вашу жизнь, на ваш порог. И по основным сферам жизни. Что ждет козерогов с 1 по 10 в любви и в личной жизни, в целом взаимоотношения, эмоциональный фон. Что ждет козерогов с 1 по 10 в сфере финансов? И что ждет козерогов с 1 по 10 это как ваши достижения или пусть это ваши планы. Важные контакты, важные встречи, договоренности, документы, словом, у кого что. У кого-то может быть и учеба, почему нет? Чего же вы не видите? Будущее на пороге буквально. Ну да, вы можете не видеть, но вот какой-то переменный момент или пороговый момент, он уже вот совсем близок, вы к нему приближаетесь. По тройке жезлов девушка наша стоит, она готова отправиться как будто, да, на своем серфинге в это путешествие свое, но пока вот она ожидает волны. То есть имеется в виду по этой карте какой момент? Как будто мы сами можем приостановиться на полдороги, потому что именно теперь нам нужно как перепроверить, все ли мы с тобой взяли в будущее из прошлого, или все ли мы вопросы в прошлом, или которые связаны с прошлым, мы уже решили, закрыли, определились с чем-то перед тем, как вот это путешествие в будущее состоится. Очень символично, потому что, видимо, карты вам хочет сказать, что тут энергетика ваша или ваши мысли могут быть отчасти, или, может быть, и даже дела. Они могут заниматься или как быть заняты, да, вот даже если про мысли мы говорим, какими-то прежними историями, которые, с одной стороны, имеют значение, имеют для вас прогресс, а другие совершенно нет. Вам нужно навести порядок. Порядок в собственной жизни, порядок в ментальности. Может быть, правда, некоторые прошлые ситуации требуют, чтобы вы расставили какое-то логическое завершение или с чем-то определились. Так чего же вы не замечаете? Маг, у вас сейчас сильная позиция, вам как пространство помогает именно с чем-то определяться. И, может быть, это время не продлится долго. Кто-то может говорить, что у меня сейчас все немножко так притормозилось. Вот по тройке жезлов мы еще пока никуда не отправились. Это мы именно стоим, мы уже готовы. Но есть еще что-то нас удерживающее с прошлым. И, видимо, с этим придется разбираться. Может быть, и есть такой человек для кого-то из вас по аркану маг, который
но с ним есть взаимодействие. Может быть, человек сам на своей волне. Все же есть такое значение по магу, да, как великий манипулятор. Почему нет? Но и у вас самих такая же позиция. Это ведь карты и к вам относятся. Да, он великий практик, но есть и темы, которые нужно решать, и, может быть, даже нам не хочется об этом думать. Или эти какие-то темы, вопросы, связанные с людьми, которых вы даже не хотите видеть. Может быть и так. Есть люди в нашей жизни, которых мы не можем исключить. Коллеги, соседи, родственники. Ну, вот они есть и будут. И тем не менее, вот есть, как будто вас вот немножко держит какая-то история, которая может быть связана с прошлым. Может быть и с конкретным человеком. Иногда по аркану маг. Близнецы, вообще-то это старший аркан, соответствует этому знаку зодиака. Но я так никогда не говорила, но вот в этих видео я начала говорить, да, какому знаку что соответствует именно по старшим арканам. Может быть, это у кого-то человек с асцендентом или по солнечному знаку зодиака, да, он есть в вашей жизни. Вам нужно тут как-то с ним правильную конфигурацию взаимоотношений, может быть, построить. Я этого не исключаю. Но давайте откроем третью карту, чего же вы не видите. Вам нужно уравновесить это точно какую-то ситуацию, и она скорее будет связана либо с работой, либо с деньгами. Ну, в принципе, это одно и то же. Или откуда вы получаете деньги, в каком эквиваленте. Может быть, вы ищете, кстати, работу с учетом тройки жезлов. Сказать, что вы с 1 по 10 сразу что-то нашли и приступили, я не могу. Найти, да, вы можете, это железно. Но, видимо, может быть, это много будет каких-то согласований, или это будет много каких-то собеседований, да, и вы будете наблюдать, наблюдайте. Помните, что это вы, маг, тоже от вас потребуются такие, с одной стороны, холодная голова, рациональное решение, но и не выносить вердиктов, не действовать на эмоциях. Ведь маг, он очень хладнокровен, его эмоции невозможно зацепить. Он не проживает эти эмоции, он наблюдает за ними. Вот вам как будто наблюдать нужно. И какие-то свои вопросы, темы, тем не менее, постепенно решать. И я могу сказать, если действительно для кого-то из вас, ну, может быть, вы ищете работу, варианты определенно будут. Но то, что вам могут предложить, там тоже руководитель или наймодатель, он будет где-то преследовать свой интерес. Поэтому определяйтесь. Вот не случайно тройка жезлов. Здесь вам и нельзя что-то делать наспех, мои дорогие козероги, а вы этого не видите. Может быть, это вы хотите быстрее решить какую-то тему, а тут ее нужно очень вдумчиво решать. И нам говорят, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Для кого-то чего вы не видите. Поступление, может быть, денег, какие-то подарки, или ну, какие-то бонусы, может быть, и так. Я этого тоже не исключаю. Или какие-то заманчивые найдете варианты по работе. Может быть, и так тоже. Или построение карьеры. Вот тут вот есть какая-то тема рабочая, есть о чем подумать. Так что уже прояснится какая-то тайна. То, что вы действительно не видели по верховной жрице. Может быть, это тот человек, который вам, ну, так вот не говорил какие-то очень важные слова, или не был до конца откровенен, и вы, ну, могли только додумывать, да? Давайте мы дополнительную карту. Но для кого-то из вас именно какая-то тайна. Может быть, это не нарочито что-то скрывали, а вы просто этого не видели. Тут постепенно все встает на свои места. И будьте внимательны все-таки к информации. Правда, смотрите, страшный суд, ведь это всегда как возрождение. Прошлое пытается действительно от вас оттолкнуться, но вот, видимо, шаг за шагом все идет к тому, что какие-то истории вам нужно завершить. Больше порядка будет в вашей жизни. И вполне вероятно, даже то, что мы сами хотим, да, быстрее как бы обустроить или что-то решить, а это не значит, что для вас во благо. Тут все произойдет в свое время. Но, может быть, не знаете, вот что прояснится. Тут, правда, какой-то вопрос очень серьезный, который, ну, как судьбоносный, можно сказать, и так у вас может проясниться с 1 по 10. Я не исключаю, что это и ваше какое-то решение, но также допускаю, что это какая-то информация к вами услышанная, она, ну, может быть таким побудительным моментом.
По семерке пентаклей, правда, у кого-то либо поиск работы, либо ожидание какого-то, может быть, и важного документа. И как будто вам нужно, еще вы не до конца что-то сделали, потому как нам карта предлагает, либо ухаживать вот за нашим детищем, да, если это работа или, может быть, смена сферы деятельности, или вы ищете, да, и рассматриваете разные направления деятельности, куда вы можете приложить именно свои знания или экспертность по какому-то вопросу, то здесь вот все равно оно быстро не идет. Тут правда всему свое время, но и с другой стороны нам карта говорит: не теряй времени даром. А для кого-то из вас конкретно может проясниться, почему тот или иной документ был как в задержке, или почему по какой-то причине вам не пришел ответ вовремя, или была какая-то отсрочка. Вот для кого-то и такой момент тоже. Что уйдет? Вот эта неразбериха, темнота, сумерки какие-то по луне, она уходит. Ведь и карта нам говорит: выглянет солнце, и все встанет на свои места. Вот у вас как какой-то лабиринт. Он, мои дорогие козероги, он явно заканчивается. Но вы к этому моменту уже так подустали. Но, видимо, есть еще какие-то дела, темы, когда вам нужно еще пройти как будто тем же самым путем. Вы еще как будто не дошли вот уже как до какой-то черты, да, вот той черты, которая делит вашу жизнь на период до и после. То есть что завершать, но так или иначе некоторые вопросы как будто завершаются и сами в том числе. Что придет взамен? Наверное, все будет зависеть от каждого из вас по пятерке чаш. Эта карта, знаете, я часто говорю словами Клаудио Пенейро: над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Конечно, карта будет говорить о том, что мы рискуем, если мы застрянем в каких-то пустых ожиданиях и в грустных мыслях, какой-то апатии. Поэтому, может быть, тут мы говорили, даже пусть это будет касаться работы или какого-то вида деятельности, занятости, да, то надо рассматривать другие альтернативные варианты. Нужно что-то искать, потому что тут нет смысла что-то сожалеть. Мы рискуем просидеть, и ничего не поменяется, если мы эту чашку старую не выбросим и не вымоем пол. Ну, так условно говоря, да. То тогда, ну, какие-то минусовые эмоции, они могут накрывать. Будут какие-то и воспоминания. Ну, вот ваша задача, да, вот мы говорили, ваша задача идти вперед. Вот есть как будто вот эта чаша, это как искусственный огонь. Девушка, тем не менее, решила, что да, я все-таки иду вперед. И к натуральному светилу. Это какая-то сложная ситуация, когда мы ищем выход. Именно потому, что вы уже можете даже по какому-то вопросу словно, ну, не верить в собственные силы. Или какая-то была грустная история, мало ли с какими людьми столкнулись. Мы иногда сталкиваемся, ну, определенно с хамами какими-то или с чем-то хамством, да, невоспитанностью. И мы очень близко это принимаем на себя. К вам-то это не относится. Это относится к человеку и его воспитанию, будем говорить, или недовоспитанию. Поэтому не принимайте слишком личностно что-то. Это вам действительно может мешать, потому как у вас на кону какой-то сложный вопрос. Он вот-вот может решиться. Мы ищем выход, и мы его находим. С чем это связано? Может быть, это какая-то запутанная история по личной жизни. У кого-то с местом проживания, ну, а у кого-то, опять же, с заработком. Причем это, знаете, та работа, когда хочется на любимой работе работать. Потому как десятка кубков – это все-таки приятные эмоции. Вот вы как будто уходите. Смотрите, мои дорогие. Да? Что придет взамен, что нового идет на ваш порог. Вам действительно самим нужно решиться. Мы рискуем вот ничего не делать, да, пейзаж тогда вряд ли изменится. А нам нужно именно искать какие-то новые возможности, может быть, или как в поисках работы, или завершить какое-то ожидание по части личной жизни. Нечего ждать от того человека, кто на что-то не способен. Может быть и так. Мы можем только строить эти планы и просто потеряем время. Тут вам нужно и решить, и решиться. Как будто дорога вот эта ваша, да, как тут к солнцу, а тут к десятке чаш. Это карта изобилия, процветания, любви, семьи. Ну,
таких, знаете, вот если есть слово благополучие, то это как раз десятка чаш. Что ждет вас в сфере любви и личной жизни? Вот я говорю часто по этой карте, и тысячи дорог сойдутся в одной точке. Будет какой-то у вас момент, мои дорогие козероги, когда вы себе скажете «пора». И эта карта часто символизирует, что вы получаете какое-то известие, новость, опять же. И вы не должны мешкать. Здесь нужно, может быть, куда-то собраться, отправиться, что-то прояснить. Может быть, даже для кого-то все-таки жезлы– это у нас наша деловая активность. Или откуда приходят, опять же, деньги. Вот для кого-то из вас я такое допускаю, когда вопрос работы и финансов, он на первом плане. Тут вот где-то не до эмоций вообще. И когда что-то вот вы или для себя сами нашли, допустим, да, и, может быть, нужно совершить куда-то поездку, встретиться с конкретным человеком, провести собеседование. Или вы получаете какую-то новость, и вам тоже нужно как-то отреагировать. Во-первых, мы разбираемся, стоит этому доверять или нет, но мы это не оставляем на завтра. Вот вам что-то по личной жизни, в принципе, на завтра нельзя оставить. Может быть, это, как по пятерке чаш, что вот эту разбитую чашу уже сегодня надо выбрасывать, а то и вчера. Вот мы не можем упустить время, ведь по этой карте жизнь набирает темп. Но и связано также с какой-то либо новостью, либо информацией, либо важным документом. Может быть, это и чье-то решение. Давайте узнаем, что ждет сфера финансов. Карта заслуженного успеха. Все то, что я говорила. Тут, правда, какая-то конфигурация либо по работе, либо, может быть, связанная с поездкой. У кого-то, может быть, это работа, связанная с перемещениями. Ну, буквально у кого-то банально, да. Находился ваш офис в одном месте, а теперь вы будете какой-то другой маршрут использовать. А для кого-то это работа с командировками, для кого-то работа на дому, работа в интернет. Вот такое тоже может быть. Или ваша какая-то очень важная поездка, которая касается денег, как куда-то съездить, переместиться, разобраться. Это тот заслуженный успех, который не в эту декаду приходит, потому что больше, опять же, имеет дистанцию эта карта. Но наша задача решить и решиться. Решиться отплыть от безжизненного берега, где ничего не растет. Это карта мужества, искусство первого шага. Вот вам какой-то по части финансов, как будто нужно делать шаг в сторону будущего, неизведанного будущего. Девушка одна на лодке, с одним чемоданом, как будто плывет, и мудрые решения. Тянут эту лодочку вороны, а ворон– символ мудрости. Что ждет? Ну, ваш выход, мои дорогие, вот-вот, как будто на авансцену. Опять же, искусство мелких шагов. Долгое время вы находились, может быть, в каких-то ограничениях, и вы это могли ощущать, словно я вот за этим забором нахожусь, ничего не могу сделать, а если что-то предпринимаю, у меня ничего не получается. Но есть и в то же время по этой карте очень положительное значение. Первое. Мы за какой-то, может быть, период статики набирали силы, окрепли. И вот теперь вы словно маг, волшебник. Вы очень ресурсны. Может быть, приобрели какие-то знания. А еще эта карта тоже со знаком плюс. Где-то вам подсказывает, что в некоторых вопросах вы себе смело можете сказать: ты, Козерог, сделал или сделала все, что могла. То есть те темы, которые нет смысла продолжать. Вам только вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я благодарю за ваши душевные, добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы читаете мои публикации. И переходите, в описании под видео я оставлю ссылки. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.